Привет, друзья! В руководящих кругах Германии наблюдаются признаки усиления беспокойства по мере внедрения цифровых инструментов наблюдения в рамках безопасности актива. Представители чиновничества, технологические компании и судебной ветви власти стали чаще обсуждать возможность переводов за границу. По оценкам рынка увеличилось число сделок по покупке недвижимости через офшорные структуры. Наибольший интерес вызывают объекты в Лихтенштейне, Люксембурге и некоторых кантонах Швейцарии. Именно там используется схема с участием траста, фондов с гибкими правилами раскрытия информации и мультигражданства. По информации из профессиональных кругов в Берлине обсуждается новый термин «превентивное бегство». Речь о том, что элиты заранее подготавливают маршруты выхода и юридического, и финансового. В ходу схема с оседлым гражданством, получение альтернативных паспортов через инвестиции в странах с низким уровнем раскрытия бенефициаров. Страх усиливается на фоне слухов о создании новых баз данных, которые будут отслеживать структуру владения активами вплоть до третьего уровня собственности. Этим интересуются не только налоговые органы, но и политические кураторы реформ. Именно это вызывает повышенную чувствительность у тех, кто связан с госсектором и технологиями одновременно. На этом фоне некоторые стартап-основатели начали экстренно переезжать в юрисдикции, где нет соглашений об автоматическом обмене данных. Речь идет не только о банках, но и о реестрах собственников, а также сервисах по управлению криптопортфелями. Интересно то, что пока элита пытается укрыться в юридических лабиринтах Лихтенштейна и на швейцарских счетах, в Германии развернули амбициозный проект. Речь идет о так называемом реестре скрытых интересов, новой цифровой платформе, которую презентуют как шаг к прозрачности. Но, как стало известно из обсуждений в профильных кругах, есть предположение, что платформа может получить более широкие полномочия, чем публично озвучены. Ее ядро – это модульный алгоритм, способный анализировать связи между активами, лицами и компаниями, включая движение криптовалют, корпоративные цепочки и владение интеллектуальной собственностью. Причем система сможет автоматически передавать сигналы в регуляторные органы без необходимости судебного запроса. Как пишут аналитики, знакомые с черновым техническим заданием, предусмотрена интеграция с международными датасетами от офшорных регистров до блокчейн-аналитики. Именно это вызывает особую тревогу у представителей бизнеса. Теперь невозможно будет просто переоформить долю на доверенное лицо, все цепочки будут отслежены за секунды. Об этом говорится в проекте документации, попавшей в руки одной из немецких юридических ассоциаций. Формально платформа будет под контролем госорганов, но в рабочей группе уже фигурируют частные подрядчики, в том числе консалтинговые фирмы с доступом к биометрическим данным. Это означает, контроль выходит за пределы госаппарата и делегируется в аутсорс. Юристы уже назвали это самым опасным разворотом последних лет. Именно такие инструменты превращают формальный мониторинг в управляемую систему давления. И что самое важное, сделать это можно будет без ведома самого человека. Все произойдет внутри автоматической архитектуры, построенной по логике «один клик, одно действие». А теперь внимание, тот, кто пишет код, становится сильнее, чем тот, кто пишет законы. То, что начиналось как цифровая трансформация, уже выходит за пределы здравого смысла. На уровне министерств от налоговой до миграционной все чаще звучит одно и то же. Это решает система. Под видом ускоренных процессов в госслужбе встроены частные алгоритмические платформы. Они не просто обрабатывают данные, они определяют исход. Кому выдать пособие, кому отказать в медицинской процедуре, кого внести в зону автоматического контроля. Что особенно тревожно, эти алгоритмы не проходят парламентскую сертификацию, их не утверждают через комиссии, они внедряются по договорам аутсорса, без обсуждения в медиа, без объяснений граждан. Как сообщают источники, знакомые с внутренним регламентом, часть платформы развернута в рамках пилотных цифровых решений. Но эти пилоты давно управляют целыми сегментами госфункций. Решения принимаются за миллисекунды, оспорить их невозможно, пока ты подаешь жалобу, система уже закрыла доступ. В юридической среде эту тенденцию описывают как цифровое кураторство, когда пользователь видит не закон, а интерфейс, когда правила не прописаны в законе, а спрятаны в коде.
Это означает, что реальный контроль сдвигается в сторону технических разработчиков системы, а если ты не знаешь, кто они, значит тебе уже что-то навязали. За громкими речами о техническом скачке скрывается куда более прозрачная игра, концентрация ресурсов в узких кругах, на поверхности поддержка стартапов, цифровых решений, инновационных лабораторий, а в реальности это каскад непрозрачных структур, через которые перетекают миллионы. Финансовые аналитики уже ввели новый термин «фонды-контейнеры». Это компании, зарегистрированные под благотворительными целями, но без раскрытия конечных бенефициаров. Они массово выигрывают тендеры, именно они получают поддержку в виде субсидий, налоговых льгот и доступа к инфраструктуре госведомств. Как сообщают экономические обозреватели, большинство этих структур так или иначе связаны с людьми, ранее работавшими в предвыборных штабах, политических фондах и правительственных структурах. Именно там прослеживаются совпадения, одни и те же юристы, одни и те же консультанты, одни и те же подрядчики. Особенно внимание вызывает финансирование стартапов в среде кибербезопасности, биометрии и беспилотных решений. Именно эти сферы сейчас интегрируются в национальную цифровую инфраструктуру, и именно туда направлены основные деньги из программ модернизации. При этом уставные документы компаний содержат формулировки, которые фактически дают доступ к госданным. Например, право интеграции в существующие платформы без ограничения по объему или пункт о совместной работе с ведомствами без уточнения условий. Один из проектов уже получил доступ к медицинской базе, формально для тестирования новых форм аналитики, а в действительности это полноценный шлюз к персональным данным. На бумаге все выглядит как прогресс, но за этим прогрессом прячется передел влияния. Технологии просто обертка, а внутри контроль, деньги и все, что можно перевести в код и спрятать за красивым брендом. И вот тут начинается самое интересное. Вся цифровая повестка, которую продвигает Берлин, подается как спасение экономики. Формально это да, реформы, инновации, трансформация, но за кулисами все выглядит иначе. Технологии могут служить инструментом для передачи влияния за рамки государственного контроля. Механизм прост. Под каждую волну бюджетного финансирования создаются стартапы, которые на бумаге выглядят как обычные частные компании. Но в их уставных документах уже с первых строк заложены положения, позволяющие им работать в интересах национальной устойчивости. Что именно это означает, не объясняют, но юридически такие формулировки позволяют собирать, обрабатывать и передавать данные без ограничений. По данным отраслевых юристов, некоторые из этих структур имеют прямой доступ к интерфейсам госслужб, от налоговой до регистрации мигрантов. Технически это преподносится как аутсорсинг, фактически это передача системной функции частным рукам без политической ответственности. Сами стартапы подают заявки на инновационное внедрение, в результате доступ к госреестрам, биометрии, платформам налоговой интеграции. И это не метафора, это факт, прописанный в пунктах соглашения, которые не публикуются в открытом доступе. На фоне всего этого звучит все чаще одна и та же фраза. Цифровизация – это не про технологии, это про власть. Но за этими инновациями не прогресс, а приватизация госуправления в реальном времени. По словам экспертов, участвующих в аналитических брифингах, над всем этим стоит небольшой, но очень плотный круг. Частные юридические офисы, венчурные технофонды и бывшие консультанты правительства. Все чаще их фамилии всплывают в документах, к которым получают доступ участники закрытых экономических форумов. Как сообщают источники, знакомые с протоколами этих встреч, в аналитических форумах и круглых столах все чаще обсуждается распределение полномочий и ресурсов без широкой огласки. Это встречи без прессы, без трансляции и зачастую без протоколов. Там формируется направление, какие сектора считать приоритетными, какие компании получат доступ к госинфраструктуре, какие проекты будут признаны национальными, а самое главное, как именно переписать саму систему принятия решений. Именно в этом контуре Германия сегодня становится тестовой площадкой для системы, где решения принимаются не людьми, а кодом, интересами и экономическими приоритетами, выстроенными вне поля зрения общества. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.